Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить курник. По заказу моей внучки мы сегодня готовим курник. Тут у меня 250 грамм кефира. Отправляю кефиру пол чайной ложки соды пищевой и пол чайной ложки соли. Все это размешиваю. Смотрите, какая реакция. Пузырики пошли. Отправляем сюда сливочное масло. Тут у меня 150 грамм. Слегка подтопила и хочу сюда же отправить пару ложек майонеза. Майонез не обязательно класть, но мне хочется положить, хочу румяную корочку. Все это хорошо размешиваю. Отправляю сюда 600 грамм муки. 600 грамм. Не будет хватать, добавим потом. Размешиваю. Тесто должно быть мягким, но к рукам не липнуть. Ни в коем случае нельзя тесто забивать мукой, иначе изделия будут у нас очень-очень-очень твердыми. Сколько положите муки, все будет зависеть от самой муки и от жидкости кефира. Все замешиваю руками теперь. Зачищаем стенки чашки и замешиваю. Тесто надо вымесить очень хорошо. Припыляю стол немножко мукой и буду месить на столе. Мне будет так удобнее. И теперь вымешиваем. Муку больше не буду добавлять, ни муку, ни жидкость. Тесто получается комфортным, не тугое и не сильно жидкое. Тесто готовое. Посмотрите, какое прекрасное тесто. Тесто очень комфортное, мягкое такое тесто, не забитое мукой. И в то же время держит хорошо форму. Я думаю, что изделие у нас сегодня получится прекрасно. Тесто убираем в пакет, пусть оно немножко отдыхает. Пока тесто будет отдыхать, мы займемся начинкой. Как всегда, сегодня мне помогает на кухне внучка. Овощи она уже все почистила. Пока тесто отдыхает, будем нарезать грудку. Нарезаю, как получается. Можно кубиками, можно соломкой, как хотите режьте. И так вкусно будет. Нарежу пластинами сначала, потом брусочками, а потом уже кубиками. Складываю в чашу. Грудку нарезала. Пока внучка нарезает картошечку, буду резать лук. Не обязательно лук сильно мельчить, это не манты. Хотите, можете полукружочками резать. Я вот режу вот так вот вдоль на 3-4 части, а потом поперек. Тут у меня 4 небольшие луковицы. Этого будет достаточно. Все, что надо порезать, порезали. Хочется мне немножко чеснока добавить. Мы сейчас их меленько порежем и тоже отправим в начинку. Отправляем чеснок в начинку. Полную чайную ложку соли и 2/3 чайной ложки черного перчика. Слегка помну лучок, без фанатизма. Сюда же отправляю картошечку. Внучка уже нарезала картошечку мне. И все объединяем. Внучка мне предлагает немножко паприки положить, а то, говорит, начинка очень бледненькая у тебя. Ну давайте, пол чайной ложечки положу паприки. Сегодня у нас были экзамены в школе. Внучка сдавала экзамен. Сегодня первый экзамен, математика. Сдала на 4, чему мы очень рады. Пробуем на соль. Всего достаточно. Пахнет очень вкусненько. Все, приступаем к лепке. Все подготовили, тесто готово, начинка готова. Стол слегка припылю мукой. Можно приготовить одним большим пирогом, можно порционно. Мы больше предпочитаем маленькие курники, чтобы начинка не вываливалась, когда кушаешь. Делим тесто. Тесто поделила, скатаю шарики, раскатываю кружочек. Тесто раскатываю довольно-таки тоненько. Укладываю в серединочку начинку. Сверху кладу небольшой кусочек сливочного маслица и слепляю края по кругу, как хинкали. Вот так. В серединке оставляем немножко отверстия. Отправляем на противень, застеленной бумагой. Духовка у нас разогревается. Кусочек маслица и закрываем.
Пока я долепливала, внучка у меня смазала все наши курники яйцом и сверху посыпала кунжутом. Немножко они пообсохли, и теперь мы отправляем это в духовку. Я думаю, минут на 40-45 нам будет этого достаточно. На сколько градусов? Духовка у нас разогрета до 180 градусов. Наши курники готовы. Посмотрите, какая прелесть. Аромат стоит на весь дом. Это будет очень вкусненько, горячо. Рекомендую вам приготовить. Тесто получилось прекрасное. Начинка получилась сочная. Попробуйте по этому рецепту приготовить курники. Думаю, вам понравится. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.